Друзья, привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня я вам предлагаю приготовить пассату из томатов. Это базовый томатный соус, который очень часто используется в итальянской кухне для таких блюд, как паста, лазанья и многое другое. Этим рецептом со мной поделились мои итальянские друзья. Сегодня я поделюсь им с вами. Ну что ж, пойдемте на кухню и давайте готовить вместе. Полный список ингредиентов вы найдете, как обычно, в описании под видео. Для этого рецепта нам понадобится 4 килограмма свежих, спелых, сезонных томатов. Томаты мы будем предварительно бланшировать для того, чтобы легко с них снять кожицу. Для этого с двух сторон сделайте крестообразный надрез, и также вот таким образом вы можете вырезать твердую сердцевинку. Таким образом подготавливаем все томаты. Томаты готовы. Теперь подготовьте большую кастрюлю с кипящей водой, и также нам понадобится большая чаша с ледяной водой, в которую вы можете также добавить кусочки льда. Опускаем порционно томаты в воду, примерно на 1-2 минуты. Вода должна полностью покрывать томаты. При воздействии разных температур томаты очень легко чистятся. Это самый быстрый и действенный метод по очищению кожицы с томатов. Через 2 минуты перекладываем томаты в чашу с ледяной водой. Таким образом бланшируем все томаты. Обязательно меняйте воду в чаше с ледяной водой, потому что она будет нагреваться. Посмотрите, как легко и без усилий снимается кожица с томатов. Затем мы будем нарезать томаты. Я разрезаю сначала пополам, затем вырезаю твердые прожилки внутри томата. В классическом рецепте пассаты всегда удаляются семена. Если вы хотите, вы можете также удалить семена из томатов, но я это никогда не делаю. На самом деле удалять семена не так сложно. Посмотрите, это занимает совсем небольшое количество времени. Далее зачищаю от жестких прожилок все томаты. Затем нарезаю томаты крупным кубиком. Томаты готовы. Теперь давайте подготовим следующие ингредиенты. Нам потребуется 4 крупных луковицы или 450 грамм лука и 40 грамм чеснока. Это примерно 1 крупная головка. Лук нарезаем крупным кубиком, а чеснок просто вот таким образом раздавливаем. Затем нам понадобится пучок тимьяна и 3-4 листочка лаврового листа. Перевяжите их пищевой ниткой вот таким образом. Также нам понадобится пучок розмарина. Если у вас розмарин молодой, такой как у меня, то можно использовать его полностью вместе со стебельками. Если же розмарин у вас на крепком древесном стебле, то используйте только листья. Соус мы будем готовить в большой 5-литровой кастрюле. На дно наливаем оливковое масло, ставим на огонь и добавляем наши ингредиенты, такие как лук, чеснок и травы. Обжариваем ингредиенты в течение 5-7 минут до золотистого цвета.
Периодически помешиваем. Лук ни в коем случае не должен пригореть. Далее выкладываем наши нарезанные томаты. Самые сложные этапы в этом рецепте закончены. Теперь нам остается только ждать и следить за временем. Общее время приготовления соуса около 4 часов. Сначала томим томаты 30 минут под крышкой. За это время хорошо помойте и простерилизуйте банки, в которые вы будете раскладывать соус. И, конечно, нужно будет подготовить, прокипятить и простерилизовать крышки, которыми мы будем закрывать банки. 30 минут прошло, теперь можно открыть крышку и убрать, она нам больше не понадобится. Далее в течение 3,5-4 часов мы будем уваривать соус без крышки уже. Периодически помешивайте соус, чтобы он не подгорал. Со временем на стенках вы будете замечать уровень выпаривания жидкости из соуса. 3,5 часа прошло, посмотрите, как уменьшился в объеме соус. Обязательно вытаскиваем лавровый лист с тимьяном. Затем добавляем 1 столовую ложку сушеного орегано. У меня орегано вместе с веточками, поэтому я буду размалывать и веточки потом уберу с поверхности соуса. Затем добавляем крупный пучок базилика. Используйте только листья без стеблей. Перемешиваем ингредиенты и продолжаем томить соус при той же температуре еще 30 минут. Затем добавляем свежемолотый перец, у меня смесь из 3 видов перца. И также добавляем соль, 1 или 2 столовых ложки. Добавляйте этапами, перемешивайте, пробуйте на вкус. Если у вас томаты были с кислинкой, можно добавить 1 столовую ложку сахара. Доводим до кипения ингредиенты. Затем с помощью погружного блендера очень аккуратно превращаем соус в однородное пюре. Я делаю это непосредственно на плите. Таким образом у меня соус даже не успевает остыть. Очень быстро я взбиваю его до однородной массы. И далее уже можно будет разливать по банкам. После того, как соус стал однородным, обязательно попробуйте его также на вкус, на соль, на сахар. Если недостаточно, добавьте немного соли или сахара по вашему вкусу. Хорошо перемешайте и обязательно доведите до кипения перед тем, как разливать по банкам. Вся посуда у нас должна быть чистая, поэтому возьмите чистый половник, обдайте его кипятком и далее разливайте соус по стерилизованным банкам. Будьте аккуратны, это очень горячо, поэтому берегите свои руки. Закрываем банку плотно стерилизованной крышкой, затягиваем ее и затем переворачиваем банку вверх дном на 30 минут. Таким образом разливаем весь соус. Выбирайте банки небольшого объема до 300 мл. Это очень удобно использовать для приготовления пасты на один раз на семью из 3-4 человек. Вот такое общее количество соуса у меня получилось. Перевернутые банки накрываем одеялом или полотенцем, оставляем их на 30 минут, затем переворачиваем в стандартную позицию. Такой соус прекрасно хранится всю зиму, сохраняя в себе сочный вкус спелых летних томатов. Посмотрите, какой он густой. Этот соус идеально подходит для любых блюд итальянской кухни. Готовьте с ними пасту, ньокки, лазанью, мясо, тушеное в томатах. Приятного вам аппетита, друзья, и до новых встреч!